Здравствуйте, Ильяс Магомед-Саламович. Добрый день. Благодарим вас за эту возможность вновь встретиться с нами и ответить на наши вопросы. Ильяс Магомед-Саламович, сегодня мы обсуждаем Евразийский экономический союз. Этому объединению уже больше года, ну, фактически целый год. Смогли ли за этот год Армения и Киргизия стать полноценными членами ЕС? Понятно, что Россия, Казахстан и Беларусь в этом плане несколько легче. Ну, вне всякого сомнения. Хотя 1 год для такого рода объединения — это, конечно, не срок. Это время для определенной организационной адаптации. Но, тем не менее, основные принципы, заложенные в создании Евразийского союза, они сегодня работают и работают воочию, поскольку, как вы сказали, Армения и Киргизия только вот вступили, но, тем не менее, председателем коллегии Евразийской комиссии является представитель Армении. Это та схема, которая была изначально заложена. Соответствующие представители есть и в коллегии Евразийской комиссии от Киргизии. Все это означает, что с юридической, с правовой точки зрения принцип равноправия всех членов, он соблюдается в полной мере, и в полной мере представители этих государств пользуются теми полномочиями, которые предусмотрены договором о создании Евразийского союза. Конечно, другой вопрос, что это требует определенной интенсивной работы соответствующих органов и исполнительной власти, и законодательной власти, поскольку речь идет и о ратификационном процессе, который нужно обеспечивать и как с точки зрения ранее принятых соглашений, и тех, которые находятся в работе. Ну вот совсем недавно, на прошлом заседании, мы, скажем, ратифицировали соглашение об обороте лекарственных средств. Оно затрагивает уже все государства, и в том числе и Армению, и Киргизию, и они полноправно участвуют в этом процессе, и это соглашение накладывает одновременно на них соответствующие обязательства, которые приняли на себя 3 страны, которые стояли у истоков Евразийского союза. Это Россия, Казахстан и Беларусь. А существуют ли какие-то факторы, которые тормозят интеграционные процессы в рамках Союза? Ну, это небольшой секрет, секрет Полишинеля, что, конечно, сегодня экономическая конъюнктура не очень благоприятна для того, чтобы рассчитывать на какие-то быстрые достижения в интеграции государств, которые сегодня образуют Евразийский союз. Достижения в интеграции, я имею в виду экономические показатели. Но, во всяком деле, бывает своя шкала ценностей и система координат оценки. Можно этот вопрос поставить по-другому. А что было бы, если бы не было бы Евразийского союза, и насколько наши государства в условиях вот этой неблагоприятной конъюнктуры чувствовали бы себя экономически более стабильно, или это был бы еще больший удар по сравнению с тем, что происходит сегодня. В этом смысле, и это, по-моему, такая взаимная оценка, что создание Евразийского союза и вступление туда, в этот союз дополнительно Киргизии и Армении, смягчил те последствия кризиса, которые обрушились на наши государства, да и не только наши государства. Это, конечно, прежде всего падение цен на нефть и вытекающие отсюда последствия. Это, конечно, экономическое давление Запада на Российскую Федерацию, а коль скоро так, то Евразийский союз — это соединяющийся сосуд, и неизбежно эти последствия отражаются и на экономике, и на росте валового внутреннего продукта этих государств тоже. Но я убежден, что это временные трудности, я убежден, что вместе такого рода трудности преодолевать гораздо легче, и гораздо быстрее можно выйти вот из этого неблагоприятного витка
экономической конъюнктуры. Ну вот про экономические санкции, про то, как они отражаются на странах Союза, вы уже ответили. А вот как дешевеющий рубль, девальвация нашей национальной валюты отражается на экономическом состоянии стран ЕАЭС? Это скорее позитивный или это отрицательный фактор? Ну, знаете, это данность, с которой приходится считаться. Изменение курсовой разницы между рублем и долларом неизбежно должно было сказаться и на экономическом самочувствии наших экономических союзников. И вслед за девальвацией рубля последовала девальвация, причем, может быть, даже превентивная в каком-то смысле девальвация в Казахстане, потом в ряде других стран, где-то больше, где-то меньше, ну, вот в коридоре там, от 14 до 40%. И это абсолютно понятно, поскольку речь идет и о конкурентоспособности товаров, производимых и в государствах, которые образуют Евразийский союз для торговли между собой, но и о конкурентоспособности экспортного потенциала этих государств, потому что в условиях, когда российский рубль упал, то, соответственно, дешевеет стоимостные показатели, и это, вот эти вот перекосы, они должны быть каким-то образом быть выровнены. При этом я хочу сказать, что, наверное, для экспортно ориентированных отраслей промышленности всех наших государств слабеющая национальная валюта — это еще дополнительный стимул для того, чтобы расширить возможности экспорта в зарубежные государства. Я все же полагаю, что, и об этом тоже говорилось, кстати, говорилось и на заседании интеграционного клуба, что вот этот кризис, он показал необходимость и более тесной координации центральных банков наших государств для того, чтобы, может быть, в упреждающем порядке принимать какие-то меры и не создавать вот таких вот резких перекосов. Я думаю, что такая работа не просто ведется, она теперь будет вестись на более системной основе. Ну, вот страны, входящие в Евразийский экономический союз, да и не только, возьмем несколько шире, входящие в СНГ и страны постсоветского пространства, объединяет не только общая история. Одним из самых центральных объединяющих факторов, безусловно, был и остается русский язык, как язык межнационального общения. Но какую картину мы сейчас наблюдаем? В некоторых странах, в частности СНГ, да, уже выросло целое поколение людей, которые русский либо вообще не знают, либо знают уже очень плохо. Вот на недавних рождественских парламентских чтениях, которые проходили здесь, в Совете Федерации, поднимался вопрос о том, как сильно востребованы русские школы в Таджикистане. Но в то же время мы наблюдаем такую картину, что вот совсем недавно на днях последний населенный пункт в Таджикистане, который имел русское название, город Чкаловск, был переименован в город Бустон. То есть, в принципе, позиции русского языка, они не настолько сильны сейчас в этих странах. Как укрепить состояние русского языка, позиции русского языка в принципе, в дружественных нам странах СНГ? Ну, конечно, если сравнивать там, с советским периодом, то востребованность и использование русского языка несравненно меньше, но я все же бы не говорил о том, что популярность русского языка сильно падает. На мой взгляд, это не так. Более того, миграционные процессы, которые происходили вот на рубеже 90-х, 2000-х годов, они ведь привели к тому, что произошел значительный отток русскоязычного населения. А что это означает применительно к русскому языку, к школе, к образованию? Что уехали учителя, преподаватели,
закрылись или уменьшилось количество обучающихся русскоязычных жителей этих государств, соответственно, уменьшился вот этот диапазон использования русского языка, и это совершенно объективно, она даже скорее экономическая, нежели политическая или идеологическая результат и последствия политических решений или идеологических решений. Но с другой стороны, посмотрите сегодня, те же миграционные процессы из того же Таджикистана, о котором вы говорите, приводят к тому, что таджикская сторона обращается к России с просьбой открыть русскоязычные школы, дать возможность даже, может быть, в таком режиме, в режиме вахтовом направлять туда преподавателей русского языка для обучения. Была замечательная инициатива, связанная с послами русского языка, с которыми выступили целый ряд студенческих организаций, преподавателей и так далее, которые вот как раз в этом режиме, отчасти на общественных началах, готовы выезжать для того, чтобы обеспечить вот изучение, распространение русского языка в наших сопредельных государствах, среди наших братских народов. Поэтому я знаю, что и есть отдельные решения о создании русской школы в Душанбе, такая работа ведется. Поэтому мне кажется, что сейчас произошел перелом, когда, с одной стороны, Россия хочет, чтобы великий русский язык, язык, на котором творили Пушкин, Лермонтов, Толстой, все же остался достоянием этих народов. А с другой стороны, есть и желание самих представителей, жителей этих государств изучать русский язык уже как экономическую потребность, потому что есть определенные требования и стандарты для мигрантов, которые намерены приехать в Россию на работу, и это в том числе знание русского языка. Поэтому, мне кажется, вот сопряжение этих факторов даст нам в ближайшее время более позитивную картину. То, что касается переименований, я бы, честно говоря, не придавал бы этому такое вот большое значение. Ну, во-первых, по причине того, что, давайте будем откровенны и самокритичны, начали-то это мы, вот эту всю систему переименований старых названий, улиц и так далее. Это началось здесь, в России, и мы переболели этой болезнью. Поэтому город Чкаловск, если мне память не изменяет, это все же был город такой закрытое административное образование, где были сосредоточены научные кадры, технические кадры. Наверное, это тоже отчасти связано с тем, что в результате оттока населения национальный состав, наверное, изменился, и вот коренное население, в том числе, может быть, из соображений такой национальной самоидентификации, хочет вернуть старое название. Но я еще раз говорю, на мой взгляд, это не должно быть символом какого-то антироссийского жеста или отторжения от России. Мне кажется, что это такой болезненный, но вполне объяснимый процесс укрепления национального самосознания.